Здравствуйте, Овны! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. А неделя непосредственно с 26 января по 1 февраля. Давайте мы посмотрим, что же вам готовит эта неделя. Все эти дни, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем, что интересного, соответственно, вас ждет. Я напоминаю, что этот расклад общий, что он не персональный. Надеюсь, большинству из вас, Овнов, этот расклад подойдет, окажется полезным. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы под этим видео, лайки, если видео нравится. А также не забывайте подписаться, если расклад вам пришелся по душе. Я буду очень-очень признательна вам за такую активность. Так я буду знать, что я все-таки не зря записала это видео и сделала этот расклад для вас. Итак, Овны, давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот отрезок времени. Я напомню еще раз, это период с 26 января по 1 февраля для знака Овен. Посмотрим, что же интересного у вас произойдет, что интересного будет у вас на следующей неделе. Итак, Овны. Давайте начнем с понедельника. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, у нас есть первая карта, карта Солнца, карта Льва, возможно, общение с человеком знака Лев. Возможно, по карте Солнца здесь просто, знаете, такой очень оптимистичный день для вас. То есть много солнечной энергии, радости, процветания, счастья, всего, что дает это Солнце вам. То есть в целом вы радуетесь этому дню, радуетесь новому началу там, рабочей недели, какие-то планы строите, что у вас все получится. То есть также, опять-таки, ясно видите все происходящее, понимаете, как вам действовать, что вам делать дальше. То есть у вас такая четкая картинка здесь начала недели по карте Солнца. Итак, давайте посмотрим, Овны, что здесь у вас еще есть. Здесь Верховная Жрица для вас тоже. То есть вы здесь достаточно мудрое решение принимаете. Опять-таки ясно, четко видите происходящее в вашей жизни. Здесь как тайная связь с космосом, есть и интуитивное такое вот ощущение того, как правильно, как лучше делать, как лучше действовать. Кстати, может быть еще и прояснение в каком-то вопросе, в какой-то ситуации. То есть какая-то тайна становится явным чем-то, понятным для вас. И вы узнаете о каком-то секрете, узнаете о какой-то тайне, которая была скрыта, да, и поэтому карта Солнца здесь. Дальше идет четверка кубков, и здесь вы можете по четверке кубков упустить какую-то возможность, которая вам стучится в дверь, а вы ее не замечаете, потому что вы разочарованы тем, что вам что-то раньше не удалось, не получилось сделать. Соответственно, вы по четверке кубков испытываете апатию из той прошлой неудачи, не обращаете внимания на новые возможности, которые здесь вам могут даваться. Может быть, даже, знаете, как это может быть не только это может быть не только, допустим, там какое-то важное, простите, у меня проблема со светом небольшая, не только какое-то важное общение там с человеком для вас значимым, да, но также может быть и ситуация, где, допустим, вы там упускаете какой-то шанс, касающийся работы, шанс какого-то хорошего предложения для вас, выгодного, да, заманчивого. Поэтому карта четверка кубков здесь, собственно, у вас есть. Давайте посмотрим, что здесь еще у Овнов будет на вторник. И еще у вас семерка жезлов. Да, вы как будто себя ограждаете от чего-то, вот таким вот сферой такой, да, что мне это не нужно, мне это не касается. Вы думаете, что таким образом вы себя ограждаете от каких-то неприятностей, может быть, от какой-то критики. Возможно, вы боитесь осуждения окружающими каких-то действий ваших или критики других людей, поэтому не хотите какую-то возможность принимать. Думаете, что она опять-таки будет вам, будет неудачной, и, соответственно, не нужно и пытаться, не нужно и пробовать. Можно сказать о том, что раньше вы что-то, может быть, пробовали делать, там, касаемо
там работы, какой-то способ применять, допустим, на работе, он не получился, и вы думаете, что дальше какие-то новые способы или новые возможности лучше не использовать, потому что по 7 жезлов, да, возможно, вы столкнетесь с критикой, что окружающие скажут, что зачем вы, да, это делаете повторно. В целом вы здесь будете достаточно стойкими такими, несмотря на те сложности, которые у вас будут в этот день возникать. Также здесь же дальше у вас на среду выпадает 6 Пентаклей, карта помощи, взаимопомощи, вашего желания кому-то помочь в конце концов, но также и вы можете получить здесь поддержку от других людей, помощь какую-то, которую они вам могут здесь предоставить. В целом помощь может быть любого плана, это может быть и что-то материальное, может быть и просто в виде совета какого-то или участия, в данном случае по 6 Пентаклей, то есть значения могут быть тоже самые разные. 6 Пентаклей, она о том, что также вы можете, получив какое-то предложение о помощи, отказаться от нее, потому что чересчур горды, допустим, да, либо здесь какой-то совет вам могут дать, а вы можете отказаться от этого совета, сказать, что мне это не нужно, зачем вы мне это советуете. И так же самое и вы, если вы кому-то хотите быть наставником, учителем, но человек не просит вашего там совета, вашего наставления, возможно, это будет воспринято в штыки, мол, зачем мне это нужно, зачем ты мне это советуешь, зачем ты это предлагаешь. Давайте посмотрим 6 Пентаклей, что здесь еще может иметься в виду у овнов. Здесь же карта 3 кубков, то есть попытка ваша участвовать там в жизни других людей, попытка здесь по 3 кубков прийти совместно к какому-то успеху, потому что вы готовы там человеку помочь. Вы готовы здесь протянуть руку помощи, вы готовы здесь привести какое-то дело к успеху, да, или помочь другу, или помочь любимому человеку. И вам, скорее всего, доставляет радость здесь этой помощи. Также может быть и какое-то мероприятие, где вы идете навстречу, там, где есть ваши друзья, знакомые, может быть, вы там дарите подарок или получаете какой-то подарок от других людей. Соответственно, тоже такая очень даже неплохая карта здесь получается. Так, то есть, может быть, и такие какие-то встречи здесь, торжественные мероприятия. Следующая у вас идет карта 3, да, тоже 3, но уже мечей. И вот по 3 мечей она здесь, да, она изображена не так трагично, как в других колодах, но в целом 3 мечей, она о неприятностях, о том, что вы, может, придете куда-то, где будут закрыты двери от вас, или какой-то конфликт возникнет, или какие-то неприятности еще, которые помешают осуществлению ваших планов в этот день. То есть что-то вот такое вот неприятное здесь может произойти, но по тузу жезлов для вас это не будет причиной останавливаться. Вы, наоборот, здесь поймете, что вам нужно действовать, вам нужны перемены, раз уж вы сталкиваетесь здесь с этой сложностью, с этой трудностью. То есть вы ищете другие возможности, новые возможности для вас, в которых вы сможете реализовать себя на полную, проявить всю свою силу, весь свой потенциал, возможно, по тузу жезлов. И дальше карта шута, то есть карта нового начала для вас, возможности что-то начать с нуля как будто. И вы не боитесь здесь неопределенности, не боитесь какой-то нестабильности, возможно, которая может у вас иметься, да, в вашей жизни. То есть вы открыты новым шансам, новым возможностям, новым каким-то, новой информацией, новым знаниям. И 4 кубков, которая здесь снова-таки у вас выпадает, она у вас уже была, показывает, что несмотря на то, что вы ранее в чем-то разочарованы были, у вас здесь есть шанс, вот тот шанс, который вам предлагается, та возможность, его заметить, увидеть, принять, попробовать воспользоваться тем предложением, которое вам здесь дается. Может быть, вы, не знаю, если вы одинокий овен, с кем-то не хотели встречаться, вам предлагалось, допустим, встречу там с кем-то, да, каким-нибудь воздыхателем, да, а вы себя ограждали вот таким вот шаром, говорили: нет, не хочу, не буду, зачем мне это нужно, этой сферой, да, не хочу, у меня там много работы, много дел, ничего мне не нужно, то здесь вы, может быть, знаете, скажете: а почему бы и нет, да, а пойдем на свидание. То есть вот как будто бы готовность принять возможность, которую вы раньше отвергали, к примеру. Карта следующая, карта 4 жезлов, здесь про чувство гармонии в субботу, про желание здесь
Может быть, знаете, опять-таки провести время в кругу семьи, в кругу близких, или делать все, что будет создавать ощущение мира, порядка в вашем доме. Может быть, порядок наводить, может быть, все, что будет способствовать там вашему процветанию в доме, да, может быть, какие-то там улучшения производить в целом, перестановку какую-то сделать. 4 жезлов также. В целом она может говорить еще и про поездки там к родственникам, к примеру, может говорить и про переезд, допустим, там на новую квартиру арендованную или что-то в таком духе. То есть 4 жезлов, она и об этом тоже может говорить. А кто-то может съезжаться, если вы встречаетесь с кем-то тоже, ну, вряд ли с кем-то новым, да, но здесь может быть и какое-то хорошее свидание, где по 4 жезлов вы чувствуете, что этот человек гармонично вам подходит, что с ним, может быть, имеет смысл продолжать общение. То есть карта в целом очень даже хорошая. Овны, обратите внимание на субботу, да, и карта 7 кубков. У вас будет много планов, много каких-то фантазий по поводу дальнейшего развития событий. Вы здесь будете очень много размышлять о каких-то возможностях, какие-то варианты рассматривать, возможно, касающиеся вашей семьи и важного выбора, который вам следует сделать, опять-таки, по этой 7 кубков. И дальше Верховная Жрица. Вы здесь стараетесь действовать очень интуитивно, да, прислушиваться к своему внутреннему голосу, но также и по Верховной Жрице здесь поступать мудро, поступать благоразумно во всем, что вы делаете. И это нечто может быть связано с какими-то новыми начинаниями по тузу Пентаклей, когда вы можете по Верховной Жрице какие-то новые начинания здесь вводить в свою жизнь и при этом не рассказывать окружающим, допустим, по тузу Пентаклей о том, что что-то дает свои результаты, что-то дает свои плоды, что, возможно, вы здесь в чем-то удачливы, да, что-то такое вот удачное произошло в вашей жизни здесь, но вы, допустим, по Верховной Жрице об этом не рассказываете до поры до времени. Может быть, здесь что-то в тайне делаете, там что-то инвестируете, допустим, деньги вкладываете или что-то такое начинаете делать, какой-то свой бизнес, свое хобби развивать, которое потом может принести хорошие результаты, но опять-таки об этом, допустим, не рассказываете окружающим или о каких-то своих планах, бизнес-идеях, потому что все-таки туз Пентаклей, каких-то знакомствах, опять-таки, которые могут да, восприниматься вами как важное начало, которое здесь у вас происходит, опять-таки, как будто стараетесь сохранять вот в этом вот всем такой секрет, гармонию какую-то и сохранять вот этот баланс, терпение, которое сулит Верховная Жрица. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!